Крокодил напал на маленького тигренка, который пытался переплыть реку. Но то, что сделала его мать, оказалось по-настоящему невероятным. На краю крутого обрыва стояла тигрица по имени Иара. Ветер перебирал ее шерсть, а внизу текла темная река, спокойная на вид, но опасная и коварная. Иара чувствовала это инстинктом. За рекой паслись стадо животных. Единственный шанс добыть пищу и прокормить своих детенышей. Позади нее стояли маленькие тигрята, еще не знающие страха, полностью доверяющие матери. Она посмотрела на них мягко, коснулась каждого носом, словно запоминая. И первой начал спуск. Земля осыпалась под лапами. Малыши скользили, но все равно шли за ней. Когда они вошли в воду, холод на мгновение остановил их, но затем они двинулись дальше. Иара шла впереди, настороженная, прислушиваясь к каждому движению реки. И вдруг все изменилось. Без звука, без предупреждения. Тигрица почувствовала опасность раньше, чем увидела ее. Она издала глухое предупреждение, но было поздно. Вода взорвалась, и один из тигрят исчез. Мгновенно, будто его и не было. Иара рванулась вперед, не останавливаясь, подталкивая остальных к берегу. В ее действиях не было паники, только холодная решимость спасти тех, кто еще рядом. Но река не отпускала. Когда берег был уже близко, из глубины вырвалась новая тень. Второй тигренок исчез прямо у нее на глазах. В этот момент время словно остановилось. Иара встала между водой и оставшимися детенышами, закрывая их своим телом. Ее дыхание стало тяжелым, а взгляд неподвижным. Она понимала, двоих уже не вернуть. Оставшиеся малыши прижались к ней, дрожа от страха. И тогда в ее глазах появилась боль, тихая, глубокая, материнская. Она наклонилась к ним, проверяя, что они живы. Казалось, на этом все закончится. Она уйдет, сохранив тех, кто остался. Но внутри нее поднялось другое чувство. Горе сменилось яростью. Иара резко развернулась и снова вошла в воду. Туда, где исчезли ее дети, она заметила движение под поверхностью и атаковала. С мощным рыком тигрица бросилась на крокодила. Ее когти ударяли по его прочной броне, скользили, но она не останавливалась. В каждом ударе была вся ее боль, вся ее любовь и отчаянное желание отомстить. Вода бурлила, но крокодил был хозяином этой стихии. Он уходил от ударов, исчезал и появлялся снова. И вдруг из глубины показалась еще одна тень. Тогда Иара замерла, она поняла, что здесь ее сила бессильна. Еще один шаг, и она потеряет оставшихся детенышей. Медленно, не сводя взгляда с воды, тигрица начала отступать. Шаг за шагом она вышла на берег. Там ее ждали выжившие малыши, испуганные, прижавшиеся друг к другу. Она подошла к ним осторожно, словно боялась потерять их, и легла рядом, укрывая своим телом. Тихо вылизывая их шерсть, она словно стирала с них страх и запах смерти. Тигрята постепенно успокоились, их дыхание выровнялось. Но Иара долго смотрела на реку. В этом взгляде было прощание, тихое и неизбежное. Она запомнила тех, кого потеряла, и отпустила. Затем тигрица поднялась и подтолкнула оставшихся детенышей вперед. Они пошли за ней уже иначе, ближе друг к другу, осторожнее, время от времени оглядываясь назад. У границы травы Иара остановилась в последний раз и посмотрела на реку. Она текла так же спокойно, будто ничего не произошло, но для нее все изменилось. Она отвернулась и повела детенышей в лес. Впереди была жизнь, борьба и путь, который нужно пройти ради тех, кто остался. Иногда сила – это не победа над врагом, а умение вовремя остановиться и сохранить тех, кого еще можно спасти.